Библейская история, книга Руфь. Это история нескольких людей, которые в своей жизни искали Божьей воли и оказались людьми, которых Бог будет использовать в жизни. Руфь не из еврейского народа, из маавского народа, но захотела, наверное, по хорошему примеру своей свекрухи, которая была еврейка, присоединиться к еврейскому народу, а также быть хорошей опекуншей для своей свекрухи, потому что они остались только вдвоем. И вот они уже на земле Израиля, и вот они уже, кажется, близко к тому, чтобы то, что было на сердце у Руфи, она имеет человека по сердцу своему, с которым она может соединиться в семейную жизнь. И этот человек также оказывает свою симпатию, свое желание, хочет быть с ней вместе. Но оказывается, есть одно но, если оно решится, то мы будем вместе. Вот Руфь была на тот момент вдова, которая осталась бездетная, и она претендовала на брак с ближайшим родственником своего покойного мужа. Это была воля Божья, чтобы семя покойного мужа было восстановлено. И когда вот они хотели бы соединиться вместе, ее жених, или тот, с кем она хотела бы соединиться, говорит, есть одно, есть и человек, который ближе к тебе как родственник, и он тоже может претендовать на эту роль. Так, 3 глава, 18 стих, так заканчивалось то, что мы читали в четверг. Я его еще раз прочитирую. 3:18. Уже свекруха говорит Руфь. Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот, с кем она хотела соединиться, человек тот, Бооз, не останется в покое, не кончив сегодня дело. Вот это не вечером как бы решили соединиться, если препятствие это будет устранено, если тот ближайший родственник не будет претендовать на брак с ней. И вот она пришла под утро, она говорит: подожди, должно скоро решиться. Ну, я себе думаю, насколько легко было ей ждать. Иногда ждать тяжело, когда смотришь на часы, а когда решается такой вопрос. Есть любимый человек, с которым ты хочешь войти в семейную жизнь, и есть еще другой человек, которого даже не знаешь. Вот на днях или даже на часах решится, ты будешь с тем или с тем, кого ты даже не знаешь. Но она говорит: ты подожди уже. То есть ты сделала все, что ты должна была сделать с своей стороны. Теперь роль твоего возлюбленного, чтобы он решил это дело до конца. И ты будь как бы в покое. Где-то доверие ему, что он все сделает, чтобы решился этот вопрос. Ты будь в покое. Да, иногда решаются серьезные вопросы для нас. Но я думаю, тоже это хороший принцип. Если мы сделали все от нас зависимых, а дальше то, что от нас не зависит, доверься в Божьей воле, как Бог решит. Будь в покое. Потому что Он за тебя будет решать. И Бооз таки сразу же на утро пошел и сделал все, чтобы этот вопрос решить. У ворот города собирались старейшины, и у ворот города решались все эти юридические вопросы. Он зовет туда этого ближайшего родственника, который мог его опередить в этом решении и претендовать на роль этого мужа для Руфи. Зовет свидетелей, зовет старейшин, но, наверное, что если бы была только женитьба, может быть, она решалась проще. А когда читать 4 главу, решался вопрос и с землей, на которую должна была быть претендентом Руфь. Я не знаю, когда эта земля оказалась не ихней. Эта история не упоминает, но покойный муж Руфи имел часть земли или претендовал бы на часть семьи своего покойного отца. Но
как так сталось, что они остались без этой земли? Или вот, сами эти женщины готовы были продать из-за долгов? Или когда они еще до переселения, похоже, что даже до переселения, когда их семья переселялась в Моав, возможно, они продали землю. Ну, продали это как язык Писания, но в нашей культуре сегодня это уже, сказать правильно, дали в аренду. Евреи не могли продавать землю полностью. Бог так сделал, что за каждым племенем, за каждой семьей было кусочек земли, это его поле на всю жизнь. Землю не продавали. Но были, где фраза продали, это значит давали в аренду на количество лет какое-то. А это количество лет зависело от того, что вот каждый 50-й год в их летоисчислении, каждый 50-й год, был годом, когда все земли, которые были отданы, возвращались к прежним владельцам. И вот в зависимости от того, какое время было до этого года, вот земля продавалась в аренду до этого юбилейного года, года освобождения. Но также было примечание, очень важное примечание, что в любой момент человек, продавший эту землю, если у него будет возможность, он может ее обратно забрать и выкупить. Или если он не может, то его ближайшие родственники могут это сделать за него. Даже когда земля отдавалась на эти года, в любой момент она могла быть обратно выкуплена за то количество лет, которое осталось. И вот вопрос решался и с землей, а также и с Руфью. То есть нужно было решить и ее землю, и ее семейный статус. То есть земля выкупалась, а выкупалась она для кого? Нужен был наследник на эту землю. Кого она останется? Стих 5 я читаю, 4 главы. Вооз сказал, он собрал это все для юридического вопроса, всех необходимых квоты людей, свидетелей, старейшин, и говорит этому более близкому родственнику: когда ты купишь поле у Ноэмини, ты должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего того в уделе его. Когда вопрос касался только земли, тот родственник готов был землю всю выкупить. Он говорит, что не только землю, есть Руфь, которая готова исполнить этот Божий закон, чтобы дать наследника на эту землю. Ты должен и ее взять, выкупая ее землю. Стих 6. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Скажу, что это был очень желаемый ответ для самого Вооза. Я думаю, что он только ждал, когда ты скажешь, что не могу. Он ждал этого отказа, чтобы сказать: а я могу, а я сделаю. Причем аргументы этого человека, тоже можно догадываться, почему у него была такая логика. Видно так, Бог допустил у него на сердце. Вот я землю бы выкупил, а вот землю с Руфью не могу, потому что чтобы свою жизнь не разрушить, или свое имение не разрушить. Я не знаю, какие у него были опасения с тем, что если он возьмет в жены Руфь, что что-то у него будет не лады. Я не знаю. Можно только как где-то фантазировать. Может быть, Руфь до этого была замужней, но была бездетна. Может быть, он думал, что она бесплодна, и это будет для него проблема. Может быть, он думал, что она моавитянка, и это где-то лишит его какие-то блага перед Богом. Не знаю, какие у него были мотивы. Но была та, для кого она была желанна, и кто ее хотел, и кто-то понимал, что это благословение, взять такую хорошую женщину в кровь. Это был сам Вооз. Как только тот сказал, что не могу, это стих 9. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноэмини все Елимелехово, и все Хилионово, и все Махлоново. Это Елимелех и его дети, которые умерли. И также и Руфь, моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его. И чтобы не исчезло имя умершего между братьями его. Он говорит: вот я это сделаю. Вы очевидцы. Он отказывается, вы слышали? Я исполняю эту роль. Я выкупаю.
То есть нужно было еще раз купить ей эту землю. А также и беру с радостью в жены, имею это право, Руфь, чтобы на этой земле восстановить имя этого покойного мужа, и этот сыночек будет наследником этой земли, которая была от Бога для этого племени. Итак, в один момент положение Руфи кардинально меняется. В один момент книга такая контрастная, это очень короткая книга, но книга контрастная. Вот она, смотрите, помните, как она начиналась? Начиналась похоронами. Вот один умирает, второй умирает, третий умирает, а заканчивается свадьбой. Начиналось, что вот был голод, и поэтому не оставляют землю, а заканчивается благословениями, урожаем, и вот большим пиршеством будет свадьба. Вот, соединившись с Воозом, еще раз, у Руфь все изменилось. Вот она до этого пару месяцев собирала по колосочку, потому что как нищая за полем, после рабочих, остатки этих колосков собирала, чтобы прокормить себя и свою свекруху. А в один момент, как только она соединяется с Воозом, помните, он там на гумне на такую сеял зерно, говорит, это все ее, не только его, это все ее. В один момент. Не только это поле, которое он выкупил, и его поля, это все их вместе. Все их вместе. Я выкупаю. И слово, еще раз, выкупаю, это то же самое слово, что вот он родственник. Или тот, кто выкупает. Вообще, книга Руфь, можно назвать это книга об выкупе, или книга об искуплении, или книга об искупителе. Почему в последних двух главах, 3 и 4 глава, это слово «искупаю», оно приводится по-разному. И родственник, и покупаю. Это слово встречается 19 раз в 2 главах. Это наибольшая концентрация этого слова в Писании в этих 2 главах. То есть это история о искуплении, о том, что сделал Вооз для Руфь, как он ее выкупил, и они соединились. Это где-то, может быть, иллюстрацией того большего искупления, которое делает Христос для нас. Он нас выкупает. Когда Он нас выкупал, то не раз это тоже слово связано, что Он выкупил нас от проклятия закона, от власти закона. Вот был другой, который был первый или имел первую очередь на нас. В данном случае это был другой родственник. Но Христос пришел, и Он выкупил. И цена выкупа грандиозная. Грандиозная. Он отдал свою жизнь. Называется, мы куплены не тленным серебром, а драгоценной кровью Христа. Поэтому наша жизнь меняется через выкуп, через искупление. И меняется кардинально. Возможно, наша жизнь была только одна перспектива – похороны, а теперь у нас другая перспектива. Мы ждем нашего небесного жениха, чтобы иметь с ним бракосочетание, быть с ним вместе. Помолимся, аминь. Далее, в 4 главе книги Руфь описываются дальнейшие благословения от Бога, которое пришло в жизнь Руфи и в жизнь Вооза. Я читаю 4 глава, стих 11, вот когда Вооз объявляет, что теперь Руфь моя, я выкупаю все ее. В ответ на это он слышит благословение от тех, кто собрался на решение этого вопроса. Стих 11. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы, свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль, и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Ефраф и Вифлеем – это одно и то же самое, просто 2 названия. То есть они от Господа дают им благословение на то, чтобы его жена была
плодотворно, и о том, чтобы их жизнь, семейная жизнь имела достаток, имела уважение, славу и процветание. Причем, когда говорится о детях, которые не желают, чтобы его жена ему дала, вот еще раз стих 11, «Да соделает Господь жену твою». То есть они понимают, что и это зависит от Бога. Бог дает наследство, или Бог автор семейной жизни, и Бог может сделать так, что в их жизни будут дети. До этого вот она имела семейную жизнь, но была бездетна. И причем они вспоминают, с этим благословением вспоминают жен Иакова. Вот, именно по имени Иакова, вот Иаков, его второе имя Израиль, произошел израильский народ. Помните, у него было 12 детей, 12 мальчиков. И они были родоначальниками 12 племен еврейских. И Рахиль и Лия, так тоже получилось, что вот именно две жены, это особая история. Он любил одну, а ему в довесок, да, оказалось, попала Илия. Но ту, которую он любил, Рахиль, помните, она долгое время была бездетной. Но в какое-то время Бог дал ей детей. И начинает с Рахили, а потом с Лией, вот сделает Господь. Когда же Рахиль была бездетная, вот Руфь была бездетной, но сделает ее плодовитой. Стих 12, продолжение этого благословения. «И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде». А сам Вооз, он был из рода Фареса. Или из колена Иудина, да, вот дальше. Так вот, тоже рождение Фареса тоже было знаковым для ихнего брака. Это Фамарь, она была бездетная, ее муж умер, второй муж умер. И вот Иуда, помните эту историю, тоже такой вот где-то мрачную, но тоже все было под Божьим контролем. Иуда, который был сделать все, чтобы дальше Фамарь получила следующего сына ее для восстановления этого рода, где-то не выполнил это обещание. Оказалось так, что она родила от самого Иуды. Фамарь родила, это тоже как бы был союз, соединение по воле этого брака, который Бог сказал, если оставалась вдовица, нужно сделать все, чтобы ближайший родственник соединился, чтобы продолжился. И Фарес был как бы результатом этого исполнения закона. Стих 12 еще раз, значит, Фареса, Фамарь Иуда, дальше от того семени, которое даст тебе Господь. Вот этой молодой женщине. Снова, тебе Господь. Начинается, что это Бог сделает. И снова, примеры, Бог сделает. Бог сделает это. Мы призываем Бога на нашу семью. То есть, потому что вы выполняете Божью волю. Вы соединяетесь в брак по Божьей воле. Именно для этой цели. Стих 13. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». 7 сыновей, это евреи вот, видели в семерке, это какую-то полноту. Вот 7 сыновей – это вот полнота вот, Божьего дара в семье. Это вот, у Иова сколько было? У Иова было, что он праведник, он благословенный, он все Бога имел, у него было 7 сыновей и 3 дочери. Вот здесь сказано, что вот, хотя ты не имеешь 7 сыновей, но ты имеешь одну свекруху, одну невестку, и это ценнее тебя, чем даже вот то, что ценится в Израиле, вот 7 сыновей.
она для тебя дороже, для тебя ценнее, для тебя благословение. И от нее ты получила, это как вот рожденный от этого брака Руфи и Вооза для Наимини был уже как сын. Как бы он вместо ее сына, который умер, и он будет потомком, претендентом на это продолжение рода. И это было, чувствуется радость, радость. Все радуются, весь город радуется. И Руфь, стих 16. И взяла Наиминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Она его носила. Когда она возвращается из того Моава, там были такие слова, 1 глава, 21 стих. 1 глава, 21 стих. «Я вышла отсюда с достатком, а возвратила меня Господь с пустыми руками». Когда она выходила, оставляя свою землю, вроде бы из-за голода, я вышла с достатком. Я не знаю, что она подразумевает с достатком. Скорее всего, у них что-то было, какие-то сбережения, но, наверное, больше всего у нее был муж, у нее было 2 сына. Это было очень много. Говорит, я вышла не одна. И теперь я возвращаюсь, я пустая, я без ничего. То есть она возвращается пустая, но она возвращается к Богу. И вот она снова полная, она снова на ее руках что-то есть, очень ценное есть. Очень ценное есть. Вообще, бабушки любят внучат, но здесь это вдвойне, это намного больше, чем наш обычный случай. Вот она взяла и носила ее в своих объятиях. То есть книга, которая начиналась похоронами, заканчивается жизнью, новой жизнью, которая появилась. Но и это не все. Стих 17. Стих 17. Очень важный стих. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид. Авид, значит, слуга Божий или служитель Божий. А вот дальше где-то раскрывается его служение. Авид, он отец Иисея, отца Давидова. Отца Давида. Вот Авид будет дедушка Давида, мужа по сердцу Божьего, которого Бог избрал быть царем Израиля. Но не просто быть царем, быть Божьим человеком. Человеком, который напишет большинство псалмов, которые мы так любим читать. Потому что эти псалмы открывают или зажигают сердце, чтобы подниматься к Богу, искать Бога, любить Бога, быть к Нему близким. Назвали ему Авид, но вот Божий план. Божий план. И дальше, кстати, последние стихи этой книги – это родословие от того Фареса к Давиду, в котором есть как звено Вооз, который родил Авида. Вот Божий план. Божий план, на который, я не знаю, даже мечтать не могла. Руфь, когда она, помните, когда она оставляет свою землю, ее свекровь отговаривает, что какое для тебя я могу дать тебе какие-то гарантии, что тебе там будет хорошо. Никакие гарантии, даже у меня мысли нет, что как-то можно твою жизнь там организовать, даже семейную жизнь. Ту чужбину, которую я тебя веду, для тебя чужбину. Но она говорит, я пойду ради тебя и ради Бога, я пойду. И когда она пришла, помните тоже такие очень важные слова этой книги, Вооз, когда узнал о ней, говорит ей, вот ты пришла, чтобы успокоиться под Божьи крылья, под Его защиту. Не бойся, не бойся, ты пришла под Божью защиту, под Божий покров. Ты сможешь собирать меня на поле, тебя Бог защитит, но оказывается, Божий план, Бог выбрал эту языческую женщину, чтобы она оказалась тем звеном, которое он использует, чтобы то семя, которое, оказывается, выпало, было поставлено в этой грандиозной цепи, которую Бог запланировал от Авраама, когда он избрал Авраама. Вот тебе благословятся все народы земные.
эта цепь, которая длилась у Авраама, кажется, прервалась. Через Руфь и Оз она восстанавливается, или вот они являются теми, которого Бог использует, чтобы она дальше продлилась, чтобы, в конце концов, привести к Христу. Потому что, помните, вот, родил Давида, да, Давида, Авид, дедушка Давида. А как часто назвали Христа? Сын Давидов. Сын Давидов. Тут особая ценность через Давида в Божьей истории. Он был человеком, которому Бог пообещал, что от него родится царь, который будет править вечно. Вот именно от него придет Христос. Бог избирает именно его, что от него придет Христос. И Новый Завет начинается. Главу, которую мы не часто читаем подряд, первую главу Матфея. Начинается родословие. И в том родословии, то есть, пройдут века, пройдет больше, чем 1000 лет. И в том родословии, когда Бог говорит о роде Христа, Бог снова вспоминает Боаза и Руфь. Вот, именно через них вот, они были тем звеном в этой цепи. Поэтому наша ответственность идти к Богу, доверяться Богу, возвращаться к Богу, если мы ушли. Невзирая на то, что, кажется, жизнь может быть очень сложной, может быть, но мы не знаем, что Бог может сделать в нашей жизни, если мы пойдем и доверимся Ему. И, наверное, даже не знаем в полной мере. Я не думаю, что вот мы это сейчас видим. А что видела Руфь? Руфь просто видела какие-то Божьи благословения маленькие в своей земной жизни. Я думаю, только на вечности узнала, что, оказывается, Бог избрал ее, чтобы быть в этой цепи родословной Христа. И тоже, наверное, мы только в вечности узнаем какие-то благословения для нас, то, что мы все-таки пришли и доверили Богу жизнь. Как вот эта наша жизнь была использована в великом Божьем плане. Может быть, еще пару идей. Книга Руфь, она так развивается во времена судей. Она такие, когда мы читали, как она так и называется. Да? Вот первый стих первой главы. В те дни, когда управляли судьи. Подчеркивается, что вот этот эпизод, маленький эпизод, частный эпизод, небольшой семьи, каких-то индивидуальностей, времена, когда правили судьи. Читая книгу Судей, то очень мрачно читать ее. Это были очень темные времена. Это было очень тяжелое время для Божьего народа, который вел себя далеко не по-божьему. Вот когда Бог вывел их из Египта, привел их на эту землю, которую Он чудом им дал им закон, который должен был сделать их особенным народом, особенной нацией. Но вот они, получившие от Бога такой статус, такие привилегии, вот Он их изгнал от них язычников, такой, живите по-особенному, а они начали жить не по-особенному, а как все. И я перед собранием перелистывал книгу Судей, и там есть просто ряд очень, очень мрачных историй. И когда эти мрачные истории читаешь, как будто бы подчеркивается, почему они происходят. Вот 17 глава книга Судей, там какой-то Миха делает какой-то истукан, это в Божьем народе. И вот 17 глава, стих 6. В те дни не было царя Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот такая вот безбожность, потому что вот не было ни контроля, не было ни отчетности, даже не было человека, который бы этим управлял. Вот люди вели себя в анархии и несправедливо перед Богом. Следующая глава, она повествует эту историю дальше, 18 глава. Снова, в те дни не было царя в Израиле. Снова эта мрачная история развивается. Говорит, почему такое делать в Израиле? Просто не было власти, которая бы стремилась к Богу. 19 глава, снова одна мрачная история о каком-то левите и его наложнице. Очень тяжелая история для чтения. Читаешь, как такое может быть среди Божьего народа? 19 глава начинается, первый стих. В те дни, когда не было царя в Израиле. Вот она происходит, снова это происходит. Подчеркивается, почему такое могло быть?
И интересно, что книга Руфь также начинается. Это было в дни судей. Кажется, такой мрак, такое отступление, массовое отступление. И среди этого такого массового отступления показана такая жизнь небольшого количества, но благочестивых людей. Хотя, кажется, в целом народ шел в эти мерзкие поступки перед Богом, но не все так жили. А были те, кто в это время думал о Боге. Может, делали ошибки, но искали Бога, любили Бога, стремились к Богу. И тем ценнее их жизнь, что тогда, когда, еще раз, все жили как-нибудь и безбожно, были те, кто хотел жить по-божьему. Были те, кто ценил то, что Бог сказал о земле, и хотели, чтобы на этой земле был наследник. Были те, кто ценил Божье указание о браке. Были те, кто оставлял язычество и входил на эту землю, чтобы жить с Господом. Это еще раз, маленькая история, но является таким хорошим, вдохновляющим примером нас жить по Писанию, быть людьми Евангелия. Мы живем тоже нелегкое время, духовно нелегкое время. И не знаю, будет ли лучше духовно. Но в целом вокруг обстановка, кажется, и беды, и такие трагедии, но люди становятся хуже и хуже и хуже. Церковь, кажется, должна пробудиться и загореться, вдохновиться. Очень мало этого видно. Но это не дает нам права подумать так, если все так уже, так и мы так пойдем. Вот все так жили во время судей, вроде бы, или большинство, но не все. Были те, кто хотел быть, как вот не раз в Библии говорит, был Божий остаток. Божий остаток. Было отступление, но были те, кто не отступил от Бога, а оставался с Богом. Так вот, Бог нас призывает всегда оставаться с Ним, невзирая на то, как другие. Эта история говорит о том, что всегда можно исправиться, или всегда есть выход, если вернуться к Богу. Наимень ушла или вернулась побитая жизнью, кажется, все растеряно, все потеряно из-за их неверного решения, но она начала поступать, как Бог ей велел, как Бог ей указывал. Она возвращается, кажется, вся пустая, печальная, горькая, но Бог все меняет. Бог все меняет. То есть Бог готов нам помочь, чтобы все исправить. Невзирая на то, что мы натворили. У Бога всегда есть план, если мы вернемся к Нему, чтобы нас повести дальше, чтобы мы еще даже оказались Его инструментами. В Его каком-то плане, мы даже не знаем, в каком плане, насколько Он великий, но Богу мы нужны и в наше тяжелое время. И эта история о том, что Бог руководит жизнью. Кажется, кому какое дело на небесах, в той Божьей канцелярии, какой-то язычнице, которая вдовела, где-то переселилась, что небеса будут следить за ней, вот за ее жизнью, чтобы ее устроить на замужество ей, или чтобы она была сыта, или чтобы какой-то она имела детей. Вот, кажется, кому какое дело на небесах? Такие там важные вопросы решаются. Нужно думать, чтобы Писание было, Слово Божье, вот, пророки для Божьего народа послались, а Бог интересна наша жизнь. Не то, что Бог наблюдает за нашей жизнью, и не просто наблюдает, а Бог готов нашу жизнь вести. И вот жизнь Руфи и жизнь Наимени об этом, о том, что Бог близкий, Он не то, что близкий, то есть мы в Его руках. И если мы доверили Ему жизнь, то Он просто нашу жизнь ведет и направляет. Просто их ответственность была вернуться или поступить по-божьему, а Бог повел. Бог повел так, что
почему-то многие Руфи пошли на то поле, которое казалось Воозом. Бог сделал так, что сердце Вооза начало трепетать, когда он видел Руфь. И он захотел с ней соединиться. Бог сделал так, что тот близкий родственник почему-то побоялся этого брака. И Бог сделал так, что они соединились. Бог сделал так, что у них появился ребенок. Бог сделал так, что этот ребенок оказался дедушкой Давида. Наша задача или наша ответственность просто делать то, что Бог говорит, доверяя Ему последствия. Сделай все и будь спокоен. А также Бог может нас использовать, чтобы Его милость, как использовал Вооза, чтобы милость Его, забота на ту Руфь, которую он видел, была от Бога совершена через руки Вооза, через его жизнь, через его сердце. Итак, пусть нас Господь благословит быть людьми, которые просто желают жить по Божьей воле, которые мы хорошо понимаем, потому что мы имеем Евангелие, мы имеем Слово Божье. Быть людьми Слова Божьего, чтобы это Слово Божье нас провело по жизни. И мы были теми, кто он окажется какими-то инструментами в его руках в этой жизни, которую мы оценим, поймем только тогда, когда мы уже будем на небесах. И это пусть будет до его славы. Аминь.